Что, реально думаете, что мы кайфуем здесь? Или не хотим домой? Или нам все очень устраивает учить этот дурацкий язык, блядь, работать на этих работах за какие-то неадекватные деньги, жить в этих евроквартирах, в которых, блядь, от евро вообще непонятно, откуда взялось понятие евроремонт, и потому что здесь, ну, не знаю, моя прабабушка в такой квартире в Украине жила. Ребята, с удовольствием, пожалуйста, деоккупируйте территории, отдайте нам наши дома, и люди с удовольствием вернутся и не будут мучиться, жаловаться и поднимать такие истории. Когда вы пишете «едь домой», мы не кайфуем здесь. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин, Deutschland. Зачем они приезжают в Германию? Вы будете шокированы. Мне кажется, о таком вы еще точно не слышали. Знаете, как многие, приезжая в Германию, говорят, сколько мы настрадались, сколько мы испытали. А вот один из молодых украинцев, мужчина, ему 20 лет, когда его спрашивает блогер, скажи, пожалуйста, что тебе нравится в Германии? Первое, что он сказал, и то, что здесь можно спокойно жить, он из Киева. Он отвечает на этот вопрос. Единственная причина, причем, потому что в Германии, вы знаете, у нас можно официально купить наркотики. Ну, мы знаем, если просроченный любитель наркотиков, что ждать от молодежи? Прекрасная школа. Слушая вот таких беженцев из Украины, каждый задается вопросом, а есть ли там вообще в тех регионах война? Если они даже не затрагивают этот вопрос, а те, которые живут в Германии, они только тусуются, в Киеве обстрел, в Харькове обстрел, им пофигу. У них одна проблема – побольше пожрать, выпить. Друзья, вы только прикиньте, вас спрашивают, почему вы приехали в Германию или что вам здесь нравится, и как беженец он говорит только из-за того, что я могу здесь наркотики принимать. Ну, слава Украине, все буде Украина. Зеленский пи***ц. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Радик. Радик, ты откуда? Я с Киева. С Киева. Солнечный район, здорово, пацаны. Все хорошо. Как давно находишься в Германии? 3 года или сколько там, с начала войны, но я на год уезжал и обратно вот приехал. То есть ты обратно там поехал к Ну себе? да, на годик поехал, я думал, а можно материться? Ну да. Думаю, эту Германию, короче, поехал в Киев. В Киеве там немного проблемы были, и вот решил сюда вернуться. А сколько тебе лет? Мне 20, недавно стукнуло, 20 августа. Как ты поехал обратно и как тебя выпустили? Я поехал в 17, просто обратно выехал. То есть быстро, один, да, через 2 страны туда и обратно ехал, без мамы. Но сказали, что сейчас молодых ребят вроде до 22 лет, по-моему, да? Если ты учишься в Германии, то да. Типа, Тебя выпускают, да, получается? Да, да. Все нормально. Как тебе жизнь в Германии? Почему ты был в Киеве? Сначала сказал нафиг эту Германию, потом обратно вернулся. Ну, помирился с бывшей, короче. И что, ну и учеба там была раньше. Повар-официант 3-го разряда. Ты тут учился? Не, в Украине, в Киеве. То есть, вообще никуда не ходил. То есть из-за любви обратно приехал? Да. Так мы расстались через месяц, короче. То есть ты приехал за любви, вы расстались? Да, и там, немного понаркоманил и уехал. Кто понаркоманил? Я. Ты? Все нормально. Ты бы хотел жить в будущем в Германии, остаться тут, или ты хочешь обратно поехать в Украину? По-любому в Украину обратно, по-любому. 100%. 100%. Вот я думаю, даже через месяц-два ехать, я просто у меня загранник украли, когда я спал. Я сейчас его быстренько восстановлю и поеду, потому что это не дело. В смысле, как тебя загранник? Украли как? Ты на улице спал? Не, в поезде, в метро спал, уснул, короче, украли телефон и все документы. Вот я же рассказывал. Какие плюсы Германии ты видишь? Ну, что легко наркотики достать. Осуждаем, ребята, наркотики это зло. Скажи пару плюсов, пару отличий, Отличий Германии. Украины, да. Ну, бюрократия, то есть, как минимум, много бумаг всяких. Но вот я заметил, что тут все вовремя отстраивается, короче, даже эти поезда галимые, это не все вовремя стараются приезжать в Украине. Там, ну, машинист приезжает, когда он сам захочет, короче. Он может вообще не приехать. А ты сейчас работаешь? Не, я ищу работу. У меня ни дома нифига нету. То есть ты на улице живешь? Да. А сколько, откуда ты деньги получаешь вообще? У меня нет денег, я выплаты не получаю. Выплаты тоже не получаешь? Нет. А почему ты не можешь идти на работу? Я ищу работу, но ее нету просто. Ее нету просто. Получается, интеграция не состоялась? Интеграция, ну так, плюс-минус. Я сначала работал, потом просто все как-то в моменте проебалось. А кем ты работал?
Я на складе работал. А сколько платят на складе на данный момент? На мини-джобе 560. 560. Все хорошо, все нормально. А мову учишь немецкую? На улице она сама учится, не то что учу, типа, ну она так сама учится. Ну я так могу разговаривать, но Пару слов. пару слов, ну, возьмись нахуй, ich brauch Rauchенstein нахуй, це херня. А українську мову розмовляєш? Звичайно розмовляю на українській солов'їній мові. Так, Солов'їній. на моїй коханій мові розмовляю, да. Все нормально, все хорошо. По-любому. Какое у тебя послание для украинцев, которые сюда только что приедут и которые Езжайте тут отсюда, находятся? езжайте отсюда, ребята, уезжайте вообще подальше, ну реально, в Чехию едьте, там, не знаю, но точно не тут. А Точно. многие сказали, что они хотят здесь остаться в будущем. Просто, не знаю, нет слов, Нет нет хороших слов нет точно. Украинцам послание какое-нибудь? Ну, слава Украине, все буде Україна. Офигеть. А заметили, что он сказал? Я поехал на целый год опять обратно. Кое-какие проблемы были. Он не говорит о войне, еще о чем-то, что ему там тяжело и так далее и тому подобное. И обратно приехал. Потом выяснилось о том, что он уезжал только потому, что он поссорился со своей мадам. Опять же, обхаивает Германию. Та, которая кормит, поет и пригревает. И которая позволяет ему нюхать. Неплохо, да? В то время, когда немцы еле-еле сводят концы с концами, старикам приходится на 2 работах, помимо пенсии, работать и попрошайничать на улице, обшаривать мусорники и еле выживать. Жители потеряют 10% своей пенсии для финансирования беженцев. Германия в шоке после того, как стало известно о планах правительства Фридриха Мерца в этом году провести прямые сокращения, которые сильно ударят по миллионам пожилых людей. Они будут получать на 10% меньше каждый месяц на финансирование программ приема беженцев, даже те, кто и так с трудом сводит концы с концами. Сторонники отмечают это как акт гуманизма и моральный долг. Однако критики называют это жестоким предательством по отношению к тем, кто всю жизнь работал и теперь едва может оплатить аренду или лекарства. Социальные организации предупреждают о резком росте бедности среди пожилых, в то время как депутаты ожидают массовых протестов, политического ущерба и опасного раскола общества. Как долго будет продолжаться эта вынужденная солидарность, прежде чем начнет не хватать самого необходимого для жизни? Если этот план действительно будет реализован, он может разорвать страну на части. С одной стороны, эмоциональные призывы к человечности, с другой – откровенная ярость из-за ощущения, что собственное государство бросило людей на произвол судьбы. Окончательное решение ожидается в ближайшее время и может привести Германию в состояние волнений. Самое мне больше понравилось, он сказал, здесь все так прекрасно работает, чудесно работает, пунктуально приходят автобусы и электрички. Угу. Да уж, я сейчас в Испании и могу сравнить, и я была по всему миру и могу сравнить, какие у нас пунктуальные автобусы. Часто приходишь, 20 минут, через каждые 20 минут едет автобус, причем в центре города. Каждые 20 минут в центре города. Я живу в центре города, в центре Берлина. Садимся, и это как-то лото. 6 из 1000. Что, приедет он вовремя или вообще приедет? И если каждые 20 минут только приезжает автобус, а у тебя какой-то армин, какая-то встреча, то это еще не значит, что ты пунктуально, даже если до часа ты выйдешь раньше, что ты пунктуально доберешься в место назначения. Вы приколитесь, что до чего дошла Германия. Потому что часто один из автобусов, он не приезжает, и приходится ждать следующий автобус, который приходит через 20 минут. Значит, получается, 40 минут ты ждешь только на автобус. Также с врачами. Все очень пунктуально, все пунктуально работает. Ну да, ты же не работаешь. У тебя самое главное наркотики. Пожрать, попить, потусоваться и все такое. Ты же не работаешь. Откуда ты можешь знать, хорошо ходят автобусы и электрички, и метро или нет? Метро вообще полный трэш. Постоянно какие-то остановительные работы или закрыта временно какая-то станция, потому что якобы кто-то спрыгнул из-за хорошей жизни вниз на рельсы. Или, опять же, разборка, криминальная разборка. Очень все у нас пунктуально и чудесно. Хорошо размышлять тем, которые ничем не занимаются. В то время, когда в это время люди пашут с утра до ночи, оплачивая его хотелки. Хотелки купить легитимно, официально наркотики. Друзья, вот сейчас бы хотел именно обратиться к людям
с Украины, да, которые утверждают здесь, рвут на себе рубашки и кричат, как немцы их любят, да. Сегодня был проведен официальный опрос в Германии, и именно по поводу украинцев, да, вот смотрите, опрос. Что 94% населения Германии за то, чтобы украинцам больше не выплачивалось пособие. Так что, друзья, не я говорю, это наш опрос здесь. И именно бы я тоже бы, как сказал, вот этим украинцам, которые здесь вот эти всякие ролики снимают, какие-то петиции подписывают, то, что они еще хотят больше там пособия, да, именно вот к всем вам блогерам обращусь сейчас. Это вы своими руками все делаете, вы выставляете вот такие видео, вы подставляете своих нормальных людей, которые пытаются здесь интегрироваться, которые хотят ходить работать и начать свою жизнь по-новому. Именно вот за таких людей, как вы все, вот эти «хочу быть блогером» и снимаете вот эти всякие видео, да, там, что вы на пособие только не делаете, на каких машинах только не ездите и покупаете там себе все, что типа хотите, и при этом получаете пособие и выставляете это наружу, но это уже деградация полностью. И именно вы подставляете своих же братьев, сестер, мам, пап, Игаль, там без разницы это все. Но вот что о вас думают немцы. Это всегда вам говорили, всегда говорим. Но вы же там какое-то свое другое мнение имеете. Ну вот это официальный опрос. Так что сами же себе роете могилу. А закон будет принят. Это просто так не говорится. Друзья, это так она и будет. Рано или поздно. Если одним будут платить меньше, другим больше украинским беженцам, они такие злопамятные, что официально уже известно нам всем, что украинские беженцы больше и больше закладывают других украинских беженцев. Не этнические немцы на беженцев, не те люди, как бывшие граждане России и так далее и тому подобное, а вот именно украинцы на украинцев закладывают. Вот о чем я говорила. Если бы только бы новый прибывший украинец получил меньше денег, те, которые до этого жили, о чем они действительно лучше других, они еще больше на халяве, значит, здесь живут, значит, еще хуже им помогать. Лучше уж тогда действительно помогать те, которые прибыли, вновь прибывшие. Тогда, я понимаю, там, может, 4 месяца, как, например, в Испании или в других странах помогать, 5 месяцев помогать, а потом пусть они сами уже решают. Из-за этого они еще больше будут закладывать и закладывали друг на друга. Это же украинский патриотизм называется. Заявляют, что, например, у кого-то есть дом, который они сдают в Западной Украине или в других городах, украинских городах, или, например, муж получает огромные деньги, а находится на территории Украины, и он ей посылает каждый год деньги, и она пользуется украинской кредитной картой, и тратит эти деньги, и еще получают деньги здесь. Можете представить, это просто какие-то фирмы. Посмотрите тоже видео, которое я для вас нашла, которое подтверждает то, о чем я сейчас вам говорю. Украинские беженцы стали стучать намного больше. Нам, например, даже письменно обращаются люди, куда мне заложить человека. Эти запросы поступают вам на электронную почту. Это запросы у нас есть на нашем сайте вопрос-ответ, и люди задают такого рода вопросы. Что мой сосед работает, каждый день получает 50 евро, то есть они в видном месте еще бухают вечером, и он делится, получает каждый день 50 евро и получает пособие в джоб-центре, и куда я могу об этом сообщить. Еще одна женщина пишет, у меня знакомая живет, значит, в городе Фрайбург, получает социальное пособие, получает там, значит, алименты от государства на ребенка. А на самом деле ее муж служит в армии, воюет на фронте, высылает ей большие деньги. Вот она получает деньги и в Германии, много времени проводит в Украине, ездит туда-сюда, обратно, имеет много денег, и еще и хвастается всем своим подругам, как она хорошо живет. Куда мне ее заложить? Причем женщина из Украины пишет нам, куда мне заложить эту нехорошую женщину. Ну, женщина действительно нехорошая, если она так поступает. Начнут сдавать друг друга.
это официальные данные. 80% уголовно заведенных дел – это один на другого, от другого сдал. Вы можете представить? И я знаю таких, которые сейчас, например, один из, я не буду говорить точно имя, фамилия, один из каналов, очень хороший канал, я его очень уважаю, все такое. И вот именно рассказывала, что один гадости на другого из-за зависти или из-за ненависти. Выложил, скажем, фотографии, которые нельзя было выкладывать. Один из каналов делал постоянно гадости. Одной из украинок, проживающей тоже на территории Германии, делал больному человеку. И она не вытерпела и подала в суд. И таких случаев миллион. Вот такая у них солидарность, такая любовь друг к другу. Как вот вы сделали вывод, что именно украинцы в Германии массово стучат на друг друга? Я, например, живу в Германии 34 года, сам приехал с Украины. Мы много работаем с адвокатом вместе. Я вообще много лет работал переводчиком, я много лет работал переводчиком у других адвокатов. Как-то не было такой впечатление, что кто-то закладывает. Вот из 10, к примеру, дел, которые мы получаем уголовных от украинцев, там фигурирует, конечно, в итоге факт, что это кто-то кого-то заложил или написал анонимку. И можно в принципе понять по материалам дела, что это кто-то закладывает или из Украины, или кто-то очень близкий. Совершенно верно. То есть складывается такое впечатление. Есть уголовное дело у меня, когда человек назвал свое имя, фамилию, адрес, телефон, родной дядя, который сообщил в органы джоб-центра о том, когда племянница уезжает, куда она уезжает, в какой одежде она ходит, какие у нее сумки, какой у нее дополнительный доход. Сказал, что у него есть ключи от квартиры, готов органы джоб-центра сопроводить в квартиру, если будет необходимость. Мы помогаем всем людям, которые говорят, в частности, на русском языке. Да? К нам обращаются люди из Казахстана. А все, что касается граждан Украины, буквально 22 года по сегодняшний момент, то есть такое количество уголовных дел, которое заведено только на основании стукачества других людей. То есть поэтому я для себя делаю выводы. И сам Арестович говорит, что война идет не только наружу, война идет между людьми сейчас в Украине, тоже внутри страны. Арестович говорит, что этой стране сам украинец тоже говорит, ничего уже не поможет. Я прощаюсь с вами. Всего самого наилучшего. Из сердца к вам, ваша Эрика. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока. До новых встреч.